Вы думаете, что знаете о нем все? Но что, если я скажу вам, что за идеальной внешностью главного красавца Кореи скрывается история, полная тайн и дерзких побегов? Он обманывал собственных родителей, скрываясь в актерской школе под видом походов в библиотеку. Он добровольно выбрал адские тренировки в морской пехоте, когда был на самом пике мировой славы. Сегодня я расскажу вам путь Хён Бина, от первых ролей в 2003 году до той самой свадьбы века, которую обсуждал весь мир. Досмотрите до конца, ведь в финале вы узнаете, на какую жертву ему пришлось пойти ради своей главной любви. История этого артиста началась 25 сентября 1982 года в Сеуле. Сегодня мир знает его как безупречного красавца, но мало кто догадывается, что при рождении его имя было совсем другим – Ким Тэ-пён. В его семье никто и никогда не был связан с миром кино, ни родители, ни старший брат не имели отношения к искусству. Да и сам юный Ким в детстве грезил совсем не о красных дорожках, он мечтал стать суровым детективом и раскрывать опасные преступления. Все круто изменилось в 6 классе. Высокому и статному парню кто-то из старшеклассников предложил попробовать свои силы в школьном театральном кружке. Первая же роль на сцене буквально перевернула его сознание. Тот драйв и энергия настолько вдохновили юношу, что в его сердце зажглась мечта об актерстве, которая со временем стала смыслом всей жизни. Но путь к мечте оказался настоящим испытанием. Чтобы заниматься любимым делом, парню пришлось пойти на отчаянный шаг, он начал посещать уроки актерского мастерства втайне от близких. Долгое время он обманывал родителей, делая вид, что каждый вечер уходит в библиотеку ради учебы. Когда правда все же всплыла наружу, дома произошел тяжелый разговор. Семья была категорически против такого несерьезного увлечения, но, видя железную настойчивость сына, в итоге сдалась. Родители позволили ему получить профильное образование, и в 2004 году он успешно окончил театральную студию престижного университета Чунан. Путь к вершине славы начался не с кастингов, а с настоящего дорожного приключения. Однажды наш герой вместе с другом ехал на мотоцикле, когда их внезапно окликнул незнакомый мужчина. У друга на тот момент не было водительских прав, и он, не на шутку испугавшись, резко прибавил газу. Завязалась самая настоящая погоня. Незнакомец на своем байке не отставал ни на шаг, преследуя парней по городским улицам. Когда им все же пришлось остановиться, выяснилось, что это был вовсе не полицейский, а сотрудник агентства талантов. Он был так впечатлен внешностью и статью молодого человека, что тут же вручил ему свою визитку. Этот случай стал тем самым золотым билетом, который открыл двери в мир большого кино. Перед выходом на большую арену будущая звезда решается на важный шаг – сменить имя. Свое родное имя показалось юноше слишком простым и старомодным. Так появился звучный псевдоним Хён Бин, что в переводе с корейского означает «ярко сияющий». Словно по волшебству, этот символичный никнейм действительно привел его к сиянию в лучах славы. Его карьера развивалась стремительно. Дебютировав в крохотной роли в сериале «Телохранитель» еще студентом в 2003 году, он быстро заставил индустрию заговорить о себе. Но настоящим переломным моментом стала драма «Первая любовь миллионера». Зрители были потрясены тем, как мастерски Хён Бин показал трансформацию своего героя, от дерзкого хулигана до невероятно заботливого и сострадательного человека. Именно в этот момент родилась его огромная армия преданных поклонниц, которая на долгие годы вперед обеспечила ему поддержку и любовь. Теперь выхода каждой его новой работы ждали с замиранием сердца. 2011 год стал для Хён Бина настоящим золотым временем и выходом на международную арену. Сразу 2 его фильма прогремели на 61-м Берлинском международном кинофестивале «И в горе», «И в радости» и «Поздняя осень». Но именно в этот момент, находясь на пике славы и успеха, Хён Бин принимает решение, которое шокировало многих. Он добровольно отправляется в армию. Причем актер не стал искать легких путей и выбрал корпус морской пехоты, один из самых суровых и элитных видов службы. 6 декабря 2012 года он демобилизовался, унося с собой не только военный билет, но и грамоту образцового солдата. Это только закрепило его статус настоящего мужчины в глазах миллионов фанатов.
Вернувшись со службы, Хён Бин решил окончательно отойти от образа простого романтического героя. Он пополнил свою фильмографию жесткими жанрами экшена и детектива. В блокбастере «Кооперация», вышедшем в 2017 году. Однако настоящая бомба замедленного действия ждала зрителей впереди. Дорама «Любовное приземление» стала не просто очередным сериалом, а культурным феноменом. Картина ворвалась в топ самых рейтинговых проектов в истории кабельного телевидения. Именно за роль в паре с Сон Е Джин наш герой получил престижную награду в 2020 году. Но тогда фанаты даже не догадывались, что эта экранная химия не просто игра актеров, а начало большой любви в реальной жизни. В феврале 2022 года мир замер от долгожданной новости. Хён Бин и Сон Е Джин официально объявили о помолвке. Свадьба, которую тут же окрестили событием столетия, состоялась в конце марта в роскошном отеле в престижном районе Сеула. Церемония была настолько трогательной, что фанаты назвали ее 17-м эпизодом их общего хита «Любовное приземление». Среди 200 приглашенных гостей были только самые близкие, а кадры счастливых молодоженов облетели всю планету. Счастье пары стало полным в ноябре 2022 года, когда у них родился сын. Долгое время родители оберегали покой малыша, но совсем недавно, на одной из крупных премий в конце 2025 года, счастливая мама Сон Е Джин официально поделилась именем наследника. Его зовут Ким У Джин. Хён Бин не раз признавался в интервью, что семья и сын стали для него главным источником силы. Даже в 43 года Хён Бин продолжает удивлять своей формой. Фанаты, сравнивая его снимки 20-летней давности с нынешними, не видят разницы, актер принципиально не прибегает к пластике. Его секрет прост, но требует железной дисциплины. Это ежедневные тренировки по 1,5-2 часа, включающие бег и силовые упражнения, а также строгий уход за кожей с использованием увлажняющих масок. На этом история ярко сияющего Хён Бина не заканчивается, ведь прямо сейчас он продолжает покорять нас своими новыми ролями. Как вы считаете, какая роль Хён Бина самая лучшая за всю его карьеру? Если вам понравилась эта история, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Впереди у нас еще больше эксклюзивных биографий ваших любимых звезд, которые вы точно не захотите пропустить. Спасибо, что досмотрели до самого конца. До встречи в следующем выпуске.